Привет! Я тут сейчас вам расскажу интересную вещь. Как же строить жене так отношения со своим мужем, чтобы там не было просто места любовницы. То есть, чтобы любовница там не могла завестись. Вот что-то же жена может для этого сделать. Ни в коем случае, ребят, жена не ответственна, да? За то, что заводится любовница, ответственны мужчины, которые позволяют себе такое поведение. Но все-таки может ли жена заранее подложить какие-то соломки, чтобы мужу и не захотелось-то выбирать такого поведения? Вот про это будет это коротенькое видео. Я сейчас провела 3 консультации, и мне очень важно было быть в расслабленном состоянии. Я вот поэтому, вот так вот в позе лотоса с голыми ногами. Смотрите, я провела много консультаций с любовницами. Так уж сложилось, что на моем канале много видео на эту тему, и много клиентов приходили именно с таким запросом. То есть звучал он так: я любовница, и дальше какая-то проблема, помогите, да, дайте ответы на вопросы. И также, в практике моей, безусловно, есть и жены. Но жены в основном приходили с другим процессом, когда решение о разводе уже принято и нужно помочь пережить развод. Иногда были, которые хотят сохранить отношения, но их существенно меньше. И я проанализировала из своего опыта. Любовниц у меня уже приходило более 200 человек. И я проанализировала, мне уже видно одну очень важную вещь. Когда приходит любовница, ее запрос чаще всего, да, про то, чтобы сохранить отношения с этим мужчиной, в которого она влюблена. Она боится, что он уйдет, что эта связь прекратится, она его любит. И дальше, очень важно, формулировка, какими словами она это говорит. Она это говорит очень интересно. Подскажите, как сохранить отношения с ним? Или подскажите, как продлить отношения с ним? А дальше смотрим, а как же говорит жена, которая приходит и хочет сохранить отношения? Она говорит: как мне сделать, чтобы он не ушел? Что мне сделать, чтобы он не ушел? Я могу как-то повлиять на то, чтобы он не ушел? И теперь смотрите, в чем разница. Любовница хочет отношения сохранять, а отношения — это что-то третье. Я есть мой муж. Мы делаем что-то вместе, между нами есть третье, да, действие, третье такое, наше отношение. Есть я, есть ты и есть наши отношения. И любовница, она смотрит не в него, не чтобы он ушел. Она так никогда не говорит. Вот честно, из всех людей, что у меня были, ни одна не сказала эту фразу. Они все говорят, и мужчина их в этот момент любит. То есть это были любовницы, не которых прям вот нагло используют. Там именно влюбленность. А они вот это третье хотят сохранять, которое состоит наполовину из ее вклада и наполовину из его. А жены не про это третье вообще уже не думают. Они считают мужа уже своей вещью, то есть своим человеком. Они уже чувствуют право собственности на него и хотят управлять им, сохранить его рядом с собой. И это колоссальная разница. Поэтому жены. Почему так происходит? Да потому что люди привыкают, в быту привыкают друг к другу и уже перестают ценить. Начинают считать, что это просто мой человек. Но любовница, она еще на временных порах, она не думает так. Может быть, и не будет. Люди разные бывают. Но ситуация способствует тому, чтобы она чувствовала, что он в любой момент может уйти, и ценила именно отношения с ним. Поэтому, что важно сделать, если вы жена? Подумайте о том, что ваш мужчина неизвестно сколько будет с вами. То есть отношения с ним будут длиться, пока этим отношениям есть смысл длиться для вас обоих. И каждый новый день, представляете, что вы выбираете этого мужчину заново, на один день. И тогда вы будете смотреть на него не на как что-то вечное. Вы не будете видеть в нем такой, знаете, монументальный памятник, который я, купила или сделала своими руками. Это моя вещь. Нет. Вы будете чувствовать: я сегодня снова тебя выбираю, и этот день или сутки мы проведем вместе. И тогда вы будете видеть вот эти отношения между вами и вкладываться в них. Потому что когда женщина начинает чувствовать мужчину своей собственностью и вкладывается в него, его, например, удержать или перевоспитать его, она просто заваливает его шквалом своей энергии и разрушает. Человеку напряжно, когда он такой объект, который постоянно с ним что-то хотят делать. Энергия направлена целиком на него, и человек чувствует от этого тяжесть.
Поэтому жена таким грузом немножко начинает ощущаться. А если вы всю энергию, ведь энергия это польза, просто ее надо направить в другое место, направите на ваши отношения, что является совместным продуктом, это как яблочко напополам, половинка моя, половинка твоя, вот туда, на их развитие. Представьте, что ваши отношения это цветочек, который вы посадили, и его каждый день нужно что-то с ним делать, поливать иногда его нужно. В зависимости от сезона что-то делать. Может быть, летом, когда жара на подоконнике, его нужно в тенек убирать, чтобы листики не подгорели как-то, да, на солнышке. Его растить нужно, ему нужна забота и внимание, и питать его нужно. И вот отношения то же самое. Вашу энергию перенаправьте с мужчины напрямую, он не ваш, он сам себе принадлежит. На отношения. И представьте, что это цветочек, который нужно питать. И тогда там не будет места любовницы, потому что мужчине не нужно будет убегать. Тогда будет место для него, для того, чтобы он проявился, чтобы он делал, проявлялся. А иначе вот эта энергия прямиком на него, она просто на него давит, разрушает, и он ускользает от вас в другое место, где женщина попервой хотя бы всю энергию направляет на питание и развитие отношений. Если было полезно, делитесь со мной, пожалуйста, лайком, подарите мне лайк. Если есть вопросы, смело пишите в комментариях, захожу в комментарии, читаю, стараюсь с вами общаться. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.